Доброе утро, друзья! С вами Юрий Петрош. Второй день рыбалки. Мы находимся на Амазонке. Всю ночь шел ливень. Сейчас идет мелкий дождь. Погода так устроена, что ты тут же намокаешь, тут же обсыхаешь. То, что касается дождя, хорошо это или плохо, я не знаю. В любом случае, мне кажется, любой день, любая погода здесь, она не может быть плохой. Она может быть только хорошей. Мы отправляемся сейчас в путь. Нас ждет новая рыбалка, новые ощущения. Что мы поймаем, я не знаю. То, что было вчера, меня не то что вдохновило. То есть я с этими поклевками засыпал. Они мне снились. В общем, я каждую секунду во сне ждал, чтобы побыстрее проснуться, отправиться на новую рыбалку. Напоминаю, наша цель поймать самого большого окуня в моей жизни. Поэтому переживайте, болейте. Я очень надеюсь, что я его поймаю. Ну а сейчас мы поехали. Итак, друзья, сегодняшняя наша рыбалка начинается с этого места. Описать я его не могу. Самое лучшее описание, кто видел предыдущую программу, когда у нас шла съемка сверху. О, выход, ребята, поклевка. Те, кто смотрел предыдущую программу, мог увидеть, при съемке сверху было прекрасно видно рельеф, вот, как держится рыба. Это, как правило, меляки. Значит, здесь вся ловля ведется вот как бы на небольшой глубине. Вот. Рыба, когда кормится, от нее прям идут гребни, то есть глубина может быть там чуть ли не 10-15 сантиметров. Как мне рассказывали, что здесь ловится по 100 рыб в день, то моя вчерашняя рыбалка принесла мне, чтобы не врать, точно более 15 рыб. Сегодня мы обратились с просьбой к гиду, что нас не интересует огромное количество поклевок, нас интересует именно крупная рыба, потому что цель моя все-таки выследить и уговорить крупного окуня. Гид сказал, что будет сложно. Но у нас несколько дней, еще один выход. А вот и сел на это. Ох, вспоминаю вчерашнюю рыбалку. Оба. Так, теперь я не буду спешить, потому что вчера у меня ушла куча силикона. Так, этот окунек открыл нашу рыбалку. Мы его быстренько отпустим. Вчера всю рыбу я брал за нижнюю губу, так как мы все такие любим окуня взять за нижнюю губу, но у данного окуня на нижней губе есть небольшая щетка. И после 15 окуней можно посмотреть, что произошло с моим пальцем. Поэтому я уже приготовил себе вот такую штучку, и рыбу буду брать ей. Но этот был небольшой, я его так закинул. Каждый раз, когда я его достаю из воды, он начинает дергаться и отлетает приманка в сторону. Ох, выход. Любая крупная рыба, где бы вы ни ловили, в какой точке земного шара, она очень осторожная, поэтому она и выросла большой. Некрупную рыбу поймать всегда проще, потому что ей надо и питаться чаще, у нее быстрее, поклевочка была, быстрее обмен веществ. Вот, а крупная, вот она уже осторожная, привередливая. И именно ее я хочу поймать. Именно того самого амазонского огромного окуня. Опять поклевка. Повторы. Когда идет повтор, это прям
идет дрожь по всему телу. Ух ты, сразу была поклевка. Еще одна, еще одна, еще одна, еще одна. Ну давай же догоняй, 5 поклевок. Еще один. Слушайте, ну круто, 5 поклевок подряд, 5. Я не знаю, почему он ее не схватил. Я не делал никаких ошибок, я просто продолжал тянуть. Давай, давай, дружок, давай. Еще, давай. Ну что же ты? Ты маленький, может, очень. Никогда я не думал, что при таком... Ой-ой-ой, вот он и взял. Ой, хорошо взял. Слушайте, из стороны в сторону. Мне хочется сказать, что рыба большая. Блин. Ну что это за рыба? Что это за рыба? Ой-ой. Я не удивлюсь, что это будет 1,5 килограмма. Да, так и есть. Так и есть. Слушайте, ну как он борется? Ну такое, наверное, за полтора. Слушайте, ну он так клюнул, ну так красиво, друзья. Так красиво. Дружок. Ой, приманка. Только не делай так, чтобы наша приманка опять ушла. Возьму тебя так. Послушайте, ну, на сегодняшний день это самая крупная рыба. Пока она выглядит вот так. Сумасшедшая поклевка. Такое приличное вываживание. Мне, конечно, хотелось, чтобы это была та 5, но это, я думаю, ну где-то чуть больше, чем 1,5. Сейчас для того, чтобы попробовать сохранить приманки, половлю на вот такую легкую джиголовку. Она весит вот 6 грамм. Конечно же, вероятность зацепа с ней увеличивается, но вероятность сохранения приманок тоже увеличивается. Потому что только 2-й день рыбалки, и уже порядка 20 приманок я потерял. И мне их как бы не жалко, потому что стоимость у силиконовой приманки, как правило, невысокая. Но то, что здесь уже их нигде не купишь, здесь у нас нет связи даже спутниковой. То есть забрались мы реально в максимально дикие места. Так, значит, вот у нас мелячок. Деревья вроде не видно. Погнали. Да, с джиголовкой не получается вести по самому верху. Так, с джиголовкой пока мне нравится меньше. Сейчас несколько забросов. Если поклевки не будет, то перейдем на классическую неотгруженную резину. Все-таки пикок — это та рыба, которой, как мне показалось, нравится, когда приманка идет поверху и хвост стремительно издает вот этот шум, вот бульбы вокруг приманки, и вот этот вот шум привлекает рыбу. Промазал. Оп, ах, давай, догоняй. Ну догоняй, чего ты, не бойся. 2 поклевки было подряд. Слушайте, у меня вот была ситуация вчера, когда идет поклевка, приманка вылетает из воды, пролетает метров 10, только падает, и он ее догоняет. То есть скорость фантастическая. Поклевка, вылетела приманка, такой скоростью пролетела 10 метров, и он успевает ее схватить, и потом он у меня был в руках. Выход 2. Блин, ну белый же ты любишь. Почему ты осторожничаешь так, дружок? Давай, иди.
Ты посмотри, у меня дрожь идет по телу, а ты не берешь. Давай, 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 давай. Ну что ж ты, мазила? Нет, нет, ну почему ты мажешь? Почему ты мажешь? Удары выбивают удочку с рук. Сейчас подплываем к такому затопленному лесу. Ощущение очень сказочное. Друзья, если вы хотите в сказку Extreme Expedition, вас туда обязательно отправят. Ссылка в описании. А вот нарезаю проводку, и это не крупный, ребята, это не крупный, но мы его сумели уговорить. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас будем тебя доставать, чтобы не отлетела приманка. Вот так. Блин. Ага. Ну, видите, я уже научился делать так, чтобы приманка отлетала в лодку. Сделать так, чтобы приманка вообще не отлетела, пока не получается. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ох, еще раз. Давай, давай, дружок. Еще раз давай. Друзья, находясь в таких условиях, вот все больше и больше понимаю, что рыболовы, наверное, самые счастливые мужчины. Потому что, находясь в таком месте, ну, в любом подобном, где вот есть природа, вода и рыба, ты наполняешься настолько вот хорошим и счастливым чувством внутри, которое несравнимо ни с чем. Сейчас мне даже там страшно представить, где я нахожусь, насколько далеко от своего дома, как здесь круто. Не знаю, смогу ли я приехать сюда еще раз, но то, что происходит вокруг меня, вот хочется каждую секунду растянуть в минуту, в час, чтобы время просто остановилось. А здесь настолько хорошо, что вот, наверное, часы идут как секунды. Ну, не будем терять драгоценные часы, минуты и секунды. Будем ловить. Давай. Давай, давай, давай. Ах, ты с приманкой, что ли? Ты с приманкой, что ли? Ну, это хорошенький. 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 Ух, какой.
Сегодня вот пойман еще один такой необычный. Вчера у нас такие были. Вот характерная окраска, что у него пол плавника, нижнего, хвостовой плавник, вот наполовину красный, как под линейку сделан. Вот красивый окунь, причем он клюнул так интересно. Была поклевка, я не почувствовал никакого сопротивления. Я вот со всей скорости начинаю мотать и не успеваю. То есть он так стремительно пошел к лодке, что уже буквально вот под самой лодкой я почувствовал некую тяжесть. У нас вот была небольшая пауза, вообще ничего не клевало. И я, конечно же, начал ловить исключительно на виброхвосты яркие, на которые лучше всего были поклевки. И вот поймал подряд две рыбы. Это два окуня, немножко разные. Как они, я не помню, как точно. Первый был точно павлиний, это тоже павлиний, какой-то подвид. Интересное место. Вот огибает остров сильное течение. Классные злые поклевки. Отправляем нашу камеру вслед за приманкой. Очень сильное течение. И вот надо вести приманку, чтобы она работала хвостиком. Так нравится это рыбе. Причем я вот пробовал несколько разных анимаций. Вот это получается самая эффективная. И я бескрайне рад, что именно вот это самое эффективное. Потому что сама проводка очень красивая. Все поклевки видно визуально. Вот, поэтому, удовольствие в квадрате, в кубе, вот не знаю, как его объяснить. Опа! Давай. Пошли. Опять минус приманка. Давай. Перед этим мне удалось поймать окуня, который очень жадно атаковал. И я для того, чтобы сэкономить активные приманки, быстро поставил пассивную. И вот буквально на третьем забросе я поклевку даже не почувствовал. Я увидел, как шнур со скоростью света пошел в сторону. Я немножечко подождал, сделал подсечку. И этот красавец принес мне удовольствие. Конечно, я уже несколько раз проводил аналогию, что я нахожусь здесь как в сказке. Это не как в сказке. Это именно в самой сказке. Штиль, корни деревьев уходят в воду. Маленькая глубина, спокойно идет приманка, расслабленные руки. И потом происходит нечто завораживающее. Приманка спасена. Приманки реально становятся на вес золота. Потому что рабочих приманок не так много.
Сегодня я не заметил высокую активность рыбы, но тем не менее уже порядка десятка удалось уговорить. Каждая рыба, заставляет сердце очень сильно биться. Казалось бы, бывают моменты, когда кажется прям клев хороший, но бывают провалы минут по 40, вообще нет никакой активности. Вот, и поэтому, когда случаются вот подобные дуплеты, конечно же, я как настоящий рыболов наслаждаюсь ускоренным биением сердца. Как он клюет, как он клюет. У меня никогда никто так не клевал. Никогда. Настоящие джунгли. Сказка. Друзья, поймали мы догфиш, рыба-собака. Смотрите, какие у нее зубы. Гид говорит, что она очень опасная. Вы только посмотрите, какие у нее зубы. Так, ну что, рыбу-собаку мы тоже отпустим. Только что здесь прошли наши друзья из Австралии. Они ловят на какие-то очень крупные воблера. Они тоже хотят поймать крупного окуня, я так понимаю. Но моя практика подсказывает, что ловить надо все подряд. И если ты попадешь на крупного окуня, он у тебя возьмет и на среднюю приманку. Было хорошее, нет? У вас как? У нас все маленькое. Смотрите, Юрия Петроша! Давай, еще раз, повтори. Еще раз. Пошел. Барракуда, что ли? Да, это была барракуда. Это была маленькая барракуда. Ой, какое тут все живое. Какое тут все живое. Никаких тебе электриков, промысловиков. Ах! Вот это была поклевочка. Вот же она и догнала. Вот же она и догнала, моя барракуда. Не захотела бросать.
не захотела. И в лодке отцепилась. Так, поймана еще одна рыбка. В этот раз амазонская барракуда. Ну, к барракудам мы вроде бы как привыкли к большим. Вот, ну, какая была, такую поймали. Где же наш гигантский окунь? Друзья, это настоящие непроходимые джунгли. Под ногами очень мягкая почва. И такое ощущение, что вот-вот можно провалиться. Я думаю, что это все было затоплено. Сейчас гид пристал к берегу для того, чтобы пообедать. Ну, такие себе джунгли. Настоящие амазонские. Класс. Термоски тут, как и у нас. Бутербродик, яблочко, печенька. В общем, термоски во всем мире одинаковые у всех. Так, ну, вот, кстати, нашим на заметку такой вот холодильничек. В нем все что угодно. Сейчас перекусим. Так, ну что, друзья, закончился наш обед. Помимо того, что мы хорошо подкрепились, нам удалось поговорить с гидом, несмотря на то, что он практически не знает английского, но рыбак рыбака всегда поймет. Когда речь зашла о настоящем моем желании, о гигантском окуне, то он сказал, что вот те приманки, на которые ты ловишь, на них классно клюет, но для того, чтобы поймать именно очень большую рыбу, нужно использовать другие приманки. Открыл какой-то свой сундучок, дал мне 2 приманки. Это тот тип приманок, который я, можно сказать, никогда не использовал в своей практике. Но то чувство, с которым он мне презентовал эти приманки, ну, дал в аренду половить, вселяет в меня очень большие надежды, потому что вот за второй день рыбалка уже становится однотипная, она классная, она сказочная, я не прекращу повторять это слово, ну вот уже начинает все повторяться, и я вижу, что рыба не укрупняется, вот поэтому сейчас мы переходим на большие приманки, которые должны принести мне большую рыбу, большого окуня, за которым я сюда приехал. Но сейчас отправляемся. Кардинально меняем способ ловли. Следите.
Данная приманка проводится очень резкими рывками, очень мощными. Ее задача именно спровоцировать крупного окуня. Не того, который вышел покормиться, а того, который охраняет свою территорию. И вот такой наглец, которого мы бросаем, он максимально шумно, максимально быстро должен двигаться и тем самым заставить хозяина определенной территории выйти, атаковать и проучить наглеца. Ну, а мы его должны подсечь. А вот и первая поклевка, но это кто-то небольшой. Ава! И на свечке ушел. Моя первая рыба ушла. Мы, кстати, первый сход на вот такую красивую приманку, которая похожа на самого павлиньего окуня. Прикольно, очень прикольно. Но мы ловим другого. Ох, вот это атака! О, вот это свеча! Ну, крупнее, крупнее, надо отдать должное, крупнее. Ну, это становится уже похоже на то, зачем я приехал. Потому что наша силиконовая ловится превосходно, но не тот размерчик. Слушайте, ну... Хочу вам сказать, вот как ведет себя приманка, так ведет себя и рыба на эту приманку. Удавалось мне такой размерчик ловить и на силикон, но кайфанул я, скажу честно. Ну что, друзья, ну с дебютом меня на такой вид ловли. Вот. Конечно же, 99% моих рыбалок это ловля аккуратной рыбы. Это был Big Fish, это был Big Fish. Ах! Ай, ребята, у меня даже был такой момент, что я даже чуть обрадовался, что она сошла. Это был монстр. Это был монстр. Может, он повторит. Ой, выход был. Выход был. Идет, 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 идет. Слушайте, сопровождает, сопровождает. Но это были не монстры. Есть, есть, есть. Это какая-то мелочь. Это мелочь. Это красивая мелочь. Ребята, ну, что я вам хочу сказать. Прошло 40 минут, у меня 3 рыбы. Рука отваливается. Стиль ловли очень напоминает тех
неправильных рыболовам, которые ловят на драк. Вот. Но очень интересно, очень азартно. Здесь на приманке находятся 3 тройника. Приманку нужно подавать рядом с ветками, рядом с деревьями. Поэтому те молодые люди, которые планируют сюда, вот кастинг все-таки придется немножко отработать. Потому что будет уходить много времени на то, чтобы отцепить приманку. А так вообще надо походить немножко в спортзал, потому что приманка достаточно упористая, и рывки надо делать очень резкие, без остановки, быстро подматывать. Это такое как бы шоу. Ну, посмотрим, буду ли я за это вознагражден именно крупным окунем. Ходят вокруг, ходят, не может схватить. Окунь 1,5 килограмма, вот просто ходит вокруг. Ходит вокруг и не может понять, что ему сделать. Угу. Волкер. Идет. И отцепился. Друзья, вы видели атаку? Атака волшебная. На каждую приманку разные атаки, просто разные. Но на волкер, по-моему, самая красивая. Давай. И отвалился. Слушайте, никогда я не видел такую зрелищную рыбалку. Никогда. Ой, какая атака была. Давай, еще одна. Ай, не достал. Рука отваливается. О, это уже парень покрупнее. Это парень покрупнее. О, thank you. Ну, пока это мой рекорд. Это явно задвушник. Явно задвушник. На волкер. С меляка. Красиво. Еле удержал. Супер окунь. Оба. Так. Так, спасибо, милый друг, за удовольствие. Ловим дальше. Оба!
гид не успевает мне менять удочки. Давай. Там большой окунь. Там большой окунь. И у нас рыбалка пошла на то, что я просто ловлю с каждого заброса. Ой, хороший идет, хороший. Блин, где же большой? Уже подряд 4-й окунь, и он небольшой. Отдаю гиду окуня. Да давай, вот это давай. На. Важно поймать большого. Пока гид вываживает моего 4-го. О, вот это поклевочка! Сошел. Но это тоже был небольшой. Это был 1,5-килограммовый малек. Где же ты большой? Гид его видел большого. Именно того, которого надо поймать. Блин, руки отпадают, а надо очень энергично вести. Ну давай этот. Идет быстрая смена удилищ. Мы тут уже работаем как команда. Силы на исходе, потому что кто-то есть. Кто же это? Это еще очередная 1,5-шка, максимум 2-шка. Да, нет, это не крупный. Это, наверное, уже за 5 минут 5-й. Отдаю гиду окуня, беру следующую удочку и подальше. Подальше. Вот очередной, это, по-моему, 6-й. Не прошло и 5 минут. Еще один окунь. Вот это раздача. Вот это раздача. Оба, сошел. Сошел. Друзья, я такого клёва не видел, конечно. За 5 минут 6 окуней, все за килограмм, все на поверхностную приманку. Подача отдай спиннинг. Капец. Вокруг ни души, глубина максимум по колено. А ну давай мне ту удочку. О, thank you. Так, ну что, где-то наш большой окунь. Блин, у меня уже мозоли на всех пальцах. Я, конечно, привык ловить в темпе. Но такую рыбу в таком темпе офигеть можно. Просто все пальцы в мозолях. Я не знаю, как я завтра буду ловить. Руки горят. Просто горят. Да, это на такой нас плесик привез гид. Очень интересный. Как говорит он, лонгкаст, облов по площадям. Везде меляк, такое ощущение, что глубина максимум метр. То, что в некоторых местах, где клюет рыба, это 15-20 сантиметров. Следующий мальчишка. Следующий, этот даже меньше килограмма. Этот меньше килограмма. Мы его лебедочкой. Лебедочкой. Кстати, вот интересная деталь. Я когда ехал сюда, в общем, история такая. Я, так как много лет прозанимался спортом, так, ну, как тебя? Друзья, в общем, история такая. Так как я прозанимался много лет рыболовным спортом, то автоматически все спортсмены, практически все, ловят только топовыми снастями. Это лучшие катушки, лучшие спиннинги. Ну и, как правило, это самые дорогие вещи. Ну и ты настолько к этому привыкаешь, что уже ловить другими снастями, ну вот как-то некомфортно, неинтересно. Когда я ехал сюда, я услышал
рассказы, что может быть такой клев, что можно поймать следующий. И далеко взял. Что можно поймать несколько рыб, ну, до сотни рыб за день. И нагрузку на катушку идут максимально. Это, кстати, у нас опять рыба-собака. Так, рыба-собака очень опасная, поэтому с ней надо аккуратно. Так вот, сейчас мы ее отпустим, нашу собаку зубатую. Так вот, учитывая колоссальные нагрузки на катушку, было жалко брать свои любимые катушки с бархатным ходом. Поэтому я заехал к своему товарищу, и он мне посоветовал две относительно недорогие дайвовские катушки. Ну, недорогие они относительно, я думаю, что ну вот в районе $100 стоит катушка. И основное условие было такое, чтобы было не жалко и при этом было комфортно ловить. Я вам хочу сказать, что то, что касается комфорта, все в порядке. То, что касается цены, ну, $100, конечно, тоже жалко. Вот. Но будет интересно, как они себя поведут после пойманных несколько сотен рыб. Я вот уже уверен, что я поймаю не одну сотню. И для того, чтобы таким образом протестировать катушку дома, на это может уйти не один год. Потому что не каждый рыболов может похвастаться, ну, там, поимкой 200 рыб даже за год. И чтобы проверить катушку, получается, нужно потратить 2-3 года, а за это время выходит новая модель. А вот когда мы попадаем на подобную рыбалку, когда это количество рыбы можно поймать за неделю, вот здесь и проверяются характеристики катушки. Я не делаю сейчас никаких выводов. Я только второй день на рыбалке. Совершенно точно уже больше 50 рыб. Вот. Ход мне нравится, все хорошо. Зарычит, как она себя поведет через неделю, я не знаю. Но сейчас я не занимаюсь ни выкачиванием, ничего. То есть я просто работаю как лебедкой. Я не знаю, как называется эта модель. Мы это оставим, название обоих моделей в ссылке описания под видео. О, вот еще следующий, сказал заведующий. Вот с катушкой, как вы видите, я не церемонюсь. Я просто поднимаю такую красивую рыбу, тяну ее просто катушкой. Ой. И еще, коль пошел у нас разговор о снастях, я, конечно же, взял два своих любимых американских удилища и взял впервые попробовать вариант Travel. Это пятичастник, я не помню, ли до 30, или до 35 грамм. Ну, недорогая удочка. Хочу вам сказать, понравилось. Очень точно бросает, достаточно мощная на вываживании. Вот, потому что все-таки удочка может поместиться в сумку. И несмотря на то, что в тубусе едут спиннинги, у меня просто была ситуация, когда в Турции просто отобрали спиннинги, ничего не объясняя. Вот, поэтому для того, чтобы перестраховаться, я решил взять, ну, такой travel вариант. Очень достойный, всегда его буду брать. А вот пошла наша катушечка работать. Давай, лебедочка. Давай. Так, стой. Ты сейчас напутаешь, тут накрутишь на себя. Сейчас время
уже ближе к вечеру. Если с утра клев был просто ужасный, я готов был дать руку на отсечение, что только силикон. Сейчас активность увеличилась и никакого силикона. Ну вы что, с таким клевом надо брать его мешок. Просто надо брать его мешок. Поэтому, наверное, он должен быть. Можно попасть в любую ситуацию. Всегда, мне кажется, добрать рыбу силиконом проще. Но когда такая раздача, только пластик, только толстый шнур. У меня сейчас стоит двойка. И вот такая дайвовская лебедка. Причем, несмотря на свой небольшой размер, у нее такая мощная ручка. И прет она, будь здоров. Красивейшее место, красивейшее. Обраточка, коса, коряшка. Давай, брат, давай. Ты тут есть, по-любому ты есть. Конечно, ты есть. Ну что ж ты мажешь? Что ж ты мажешь с 3 раз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сумасшедшая рыба, просто сумасшедшая. Смотрите, какой красавец. Какой красавец. Сейчас гида попросим, чтобы отцепил, потому что у меня уже изранены все руки. Thank you. Так, ну что, еще одного оттуда же. Еще одного оттуда же. Давай, брат. Тут хороший. Ой, подкинул волкер, вылетел вверх. Опа, ух ты, блин. Ух ты, блин. Давай, лебедочка. Thank you. Хочу вот рассказать одну историю. Когда-то, много лет назад, примерно это был 2008 год. Я, кстати, тогда впервые познакомился с ребятами с Extreme Expedition. И вот они меня в далеком 2008 году пригласили поехать с ними на Кольский полуостров. Рыбалка была незабываемая, просто незабываемая. Я тогда поймал первую в своей жизни семгу, поймал еще несколько рыб. Ну, рассказ, в общем, не об этом. Тогда, вернувшись с той рыбалки, я 3 недели не мог заставить себя пойти на рыбалку, ловить нашу отечественную рыбу. То есть настолько это было эмоционально, интересно. Вот просто не хотелось идти на домашнюю классическую рыбалку. В этот раз так получилось, что опять я с этой фирмой поехал на такую рыбалку. Я не знаю, только 2-й день, но я уже практически уверен, что дома месяц минимум я не возьму в руки спиннинг. Ну, во-первых, потому что дома зима. Ну, это во-первых. Ну, во-вторых, даже если бы это была не зима, я за 2 дня уже наловился так, что можно сойти с ума. То есть и огромное количество адреналина, и ну, здесь не те поклевки, к которым мы привыкли, там тыкнула, мыкнула. Здесь любая поклевка, это только держи спиннинг. Конечно же, предугадываю вопрос, сколько может стоить такая поездка. Ну, скажу честно, нам основную часть как бы проспонсировали, поэтому мы заплатили за поездку меньше половины. Сколько стоит вся поездка, можно посмотреть на сайте, мы оставим ссылку. Скажу одно, стоит очень дорого, вот прям неприлично дорого. Но вопрос в чем? Есть рыболовы, которые себе это могут позволить, а есть для которых, ну если поездка приравнивается к покупке какого-то бэушного импортного автомобиля.
Но если вы являетесь рыболовом, который себе это может позволить, скажу вам одно, что такие ощущения, их невозможно купить. Поэтому, если есть возможность, вопрос уже не стоит, дорого или нет. Вопрос стоит, можешь ты себе это позволить или не можешь. Вот, так что, дорогие зрители, тем, кому, к сожалению, у кого нет возможности, я надеюсь, вы сможете насладиться, просмотрев цикл наших передач. Ну, а те рыболовы, у которых есть возможность, могут перейти по ссылке, посмотреть, сколько это стоит, ну и заказать у этой или у любой другой фирмы тур на Амазонку, на Пикок Баса. Ребята, а вот и крупная рыба. Ой-ой-ой, какой рыба. Сюда. Это Big Fish. Это Big Fish. Ой-ой-ой. Ребята, я не знаю. Ой-ой-ой-ой. Это монстр. Это монстр с Амазонки. Yes! Слушайте, ну это было волшебно. Волкер возле корча. Я не знаю, сколько в нем килограмм. Хочется сказать, что килограмм 5. Я не знаю. Сейчас гид поможет его достать. Ребята, это очень большой окунь, он очень тяжелый. У меня сюда без проблем влазит кулак. Мы его сейчас взвесим. Но это настоящая свинья, просто настоящая свинья. Сколько там у нас? Итак, рыбина у нас больше, чем 4300. Ребята, ну я хочу напомнить, я приехал за десяткой. Это мой самый большой окунь на сегодняшний день. Мне 45 лет. И вот окунь самый большой в моей жизни на эту минуту в этой передаче 4300 с копейками. Спасибо, друг. Ты принес нам массу удовольствия. Наконец-то второй день, 4300 у нас в арсенале. Друзья, второй день пребывания на Амазонке позади. В конце передачи часто принято рассказать о том, как она прошла. У меня совершенно не осталось сил, у меня отваливаются руки. Я поймал сегодня неприлично много рыбы. Не знаю, вот после 50 я уже сбился, но самое важное, что произошло сегодня, я поймал самую крупную рыбу в своей жизни, имеется в виду самого крупного окуня. Окунь, который
сегодня оказался крайней рыбой на сегодняшней рыбалке. Это был окунь весом 4300 с копейками. Я иду спать, отдыхать. Завтра нас ждет следующая рыбалка. Напоминаю всем, что моя самая главная задача – это поймать монстра, окуня свыше 7 килограмм. Если мне повезет в ближайшие дни, я надеюсь, он у меня клюнет. С вами был Юрий Петраш. Ждите продолжения следующей серии. Рыбалка с Юрием Петрашем.